принципе, раннее утро, пока еще темно, но уже 7 часов. И хочу вам провести еще один прямой эфир, поскольку на все вопросы отдельно отвечать неохота. Отвечаю в прямом эфире. Печать одиночества. Вот это страшное слово одиночество. От этого слова веет безысходностью. От этого слова очень много чем веет, но ничем хорошим. Перед вами Андромеда. Та, которую Персей освободил от дракона, но которая была одинока, прикована к скале, которую собственные родители отдали на съедение дракону, чтобы спасти себя, и которая была освобождена мужчиной. Все эти легенды, рассказы, сказки о том, как бедная, несчастная царевна, заточенная в крепость, и обязательно своим отцом, доброе утро, спасалась с помощью доброго рыцаря. Это все не случайности, дорогие друзья. Потому что зачастую к одиночеству нас приводят родные люди. Люди, которые нас родили, дали нам жизнь. Ну, во-первых, видя их пример не очень удачливой семьи, мы боимся создать свою семью. Во-вторых, у многих есть проклятие матери или отца. В-третьих, некоторые изгои своего рода и многое иное. Но в данный момент я хочу с вами сейчас обсудить некоторые вещи, которые очень распространены, и вообще рекламный ход для всяких там магуйков. Насколько это соответствует правде, насколько нет. Почему женщины испокон веков боялись оставаться одни? Боялись, что их не возьмут замуж. Ну, во-первых, потому что женщина в то время не работала, не имела права голоса, работы. Именно поэтому она знала, что у нее есть либо дом мужа, либо дом отца. Третий вариант у нее нет. Если она не выйдет замуж, ей придется остаться в доме брата, в семье брата на правах Золушки. То есть она должна стирать, мыть, чистить, выслушивать, значит, колкие слова в свою сторону своей снохи. И в итоге остаться, жить там как прислуга. Конечно, женщины, которые были унижены, конечно, женщины, которые были оскорблены, которых, можно сказать, почти что пинали за кусок хлеба. Естественно, со временем становились озлобленные, естественно, со временем становились жестокие и... Доброе утро. И, естественно, понятно, что они не излучали уже, знаете, доброту и милосердие. Именно поэтому вот генетически, на генетическом уровне вот этот архетип одинокой женщины, женщины, которая не замужем, это так ужасно страшно смотрелось со стороны, что люди были готовы на все, прибегнуть к магии, к церкви, к чему угодно, лишь бы их взяли замуж, чтобы не оставаться в родительском доме на правах прислуги и прочее. Итак, так ли страшно одиночество и зачем оно дается человеку? Давайте рассмотрим все аспекты со всех сторон. Во-первых, венец безбрачия. Снимаю венец безбрачия, навожу венец безбрачия. Там венец безбрачия, там как убрать венец безбрачия. И все дуры побежали туда. Венец безбрачия, придуманный из задницы вещь. Не существует венца безбрачия. Нету.
Нет такого, дорогие люди, потому что на самом деле это называется черный венец или вдовий платок. По-разному называется венец безбрачия, который вы привыкли. Но это наводится специально. Нужно быть очень сильной ведьмой. Специально пойти и сделать венец, черный венец. Не знаю, Ольга, я сама запуталась. Сделать черный венец женщине для того, чтобы она не вышла замуж никогда. То есть наложить этот венец. Это начитывается 40 дней. Это делается потом на кладбище, на перекрестке. Это очень сложная работа. Это нужно человека очень сильно ненавидеть, чтобы пойти и сделать или ей, или ее дочерям вот этот черный венец, чтобы человек не мог создать семью. И кто умеет вот так вот делать? И много ли есть мастеров, умеющих наводить черный венец? И много ли вы встретите людей, которые, у которых сил хватит навести этот черный венец специально? Я не думаю. А поскольку каждой женщине, у которой жизнь не получается, приписывает венец безбрачия, то получается, что всем специально кто-то ходил и наводил черный венец. Невероятно звучит, правда? И очень далека от правды. И так и есть. Потому что с правдой не имеет ничего общего. Просто это хороший рекламный ход для того, чтобы все бабы бегом бежали наводить, то есть снимать венец безбрачия и срочно выходить замуж. Дорогие друзья, на самом деле это называется вековуха или печать одиночества. Что такое вековуха? Век одной вековать называется это. Печать одиночества. Быть одинокой всю жизнь. Если кому-то кажется, что те, у которых одиночество или вековуха, не могут выйти замуж, очень сильно ошибаются. Они могут выйти замуж, развестись не раз и не два. Они могут замужем быть одинокой и тащить все на себе. Это женщины, которым не хватает в жизни мужской энергии, мужского плеча и помощи. Вот и все. И не имеет никакого значения, бывали они замужем, разведены, они с ребенком, или просто у них были какие-то связи, или они остались всю жизнь девственницами, неважно. Если у них в жизни нет мужской поддержки, плеча, у них печать одиночества или вековуха. Потому что думать, что достаточно просто выйти замуж и одиночество закончится, это очень большая глупость. Иногда замужем можно быть более одинокой, чем одной в своей квартире. Понимаете? Иногда замужем можно быть более одинокой, чем 100 раз в одиночестве. Когда женщина все тащит на себе, когда женщина понимает, что ее боль, ее тревоги, ее внутренние вот эти вот переживания никого не волнуют. Когда женщина понимает, что главное для мужчины это его личные интересы и больше ничего. Она в этот момент намного одинокая, более чем одинокая, понимаете? Чем если бы она была одна просто, надеялась на саму себя. Поэтому вы не считайте и не думайте, что те, которые живут с мужиком и ложатся рядом и слушают его храп, что у этих женщин нет печати одиночества. Они замужние, счастливые женщины. Нет, дорогие люди, печать одиночества может быть у человека даже семейного. Печать одиночества может быть у женщин, которые родили детей, у которых был уже не один брак. У них все равно печать одиночества. Всю жизнь им не хватает мужского внимания, им не хватает энергии секса, им не хватает помощи со стороны от мужчины. Так что давайте разберем это дело по полочкам. Так, первое.
Откуда появляется печать одиночества? Почему у человека может быть печать одиночества, как у женщин, так и у мужчины? Причин много. Давайте рассмотрим основные. Значит, первое, что я хочу вам сказать. Те причины, которые я уже называла и сказала об этом. Во-первых, проклятие матери, внутреннее нежелание матери вас отпускать. Не хочет она вас отпустить. Не хочет она дать вам создать семью. И уж если вы, не дай Боже, отдали ей своего ребенка на время на воспитание, или она вложилась в этого ребенка и воспитывала, и вдруг вы хотите выйти замуж и забрать своего ребенка, поскольку имеете на это право с собой, вот тогда вы видите войну. Вот тогда начинается всякое. Во-первых, ты все равно придешь ко мне, ты все равно ползком вернешься. У тебя ничего не получится все равно. Это не тот человек. Причем даже если сам архангел Михаил сойдет вниз и попросит твоей руки для твоей матери, он будет не тот человек. Поэтому неудивительно, что кого бы вы ни выбрали, это будет не тот человек. Вопрос, того ли она человека выбрала сама, чтобы советовать тебе? Вот в чем вопрос. Это не тот человек. Не будет счастья, ребенка не отдам. Родите себе другого ребенка. Родите для себя. Этого оставь мне. Не надо ребенка забирать, пока ты в нем не уверена. Значит, ребенку наускивают. Не говори, не называй его папой. У тебя свой папа есть. Более того, она будет искать выходы, она будет искать, значит, всяческие там выходы, чтобы вернуть прежнего зятя. Потому что прежний зять был более хороший. Вот она сравнила и поняла, что нет, ты был лучше, я над тобой глумилась, издевалась, а над этим не могу. Так что возвращайся, все-таки ребенок есть. Соединяйтесь, по новой живите, попробуйте новую жизнь и так далее. Она будет делать все, чтобы развалить эту семью, потому что ей это не хочется. Ей не хочется отдавать ребенка. Ей не хочется, чтобы ты ушла из-под ее контроля. И она тебя вернет, она будет планировать, знаете, программировать твою жизнь подобными словами. Ничего не получится, не тот человек и так далее. Когда ты вернешься обратно, будут постоянные упреки. Я же говорила и так далее. Если ты попробуешь создать семью с другим человеком или просто встречаться, будет сразу же шквал обвинений. Вот, в прошлый раз не послушалась, вот получила по башке, опять то же самое делаешь. Вот ты не умнеешь, никогда не поумнеешь и так далее. Ребенка превращаем в шпиона. Скажи, что там отчим сказал, ты его папой не называй, ты ему его не слушайся, он тебя обижает, он специально говорит то, какое он имеет право тебе делать замечания и так далее. И все. И, естественно, вот это программирование матери для женщины заканчивается вековухой. Она не может устроить свою судьбу и никогда не устроит. Никогда, пока она не отсечет себя от матери. Пока просто в охапку не схватит ребенка и не убежит от нее, у нее жизни не будет. Поэтому женщины, которые ко мне обращаются, что мы живем с мамой, вот издевается она надо мной, глумится, не могу создать семью, чтобы уйти от нее, не могу забрать ребенка, завишу от нее и так далее. Дорогие женщины, пока вы с ней живете, ее энергия, ее проклятие, ее наставление, ее напутствие и постоянное программирование вашей жизни, что ничего у тебя не получится, и ты все равно вернешься снова и опять, значит, это все не даст никогда вам построить свою жизнь и судьбу. Эта энергетика закрывает вам все двери к браку. Если даже, например, случится так, что у вас получится все-таки выйти замуж и уйти от нее, да, в любом случае брак будет несчастливый. В любом случае со временем это развалится.
Потому что это все нужно с женщины снимать. Нужно женщины убирать. Нужно убирать для того, э, чтобы очистить дорогу к браку. Что случается у людей, у которых вековуха, печать одиночества, приметы? Мужчина исчезает в никуда, звонит, разговаривают, встречаются, нравишься ты очень, может быть, очень яркая женщина. Очень большая глупость считать, что одинокие женщины – это женщины такие, знаете, бичеватые, бомжеватые, неухоженные, вонючие. Одинокая может быть очень элегантная, очень статная, очень красивая, умная женщина может быть одинокой. Она может привлекать взгляды, за ней будут охотиться мужчины, но до поры до времени. Потом очень резко, очень быстро теряют интерес и исчезают из ее жизни. Мужчина, который хотел ее звать замуж и просил и добивался ее руки, в какой-то момент по непонятным причинам просто исчезает, и все. У него случаются какие-то проблемы, у него случаются какие-то там трудности. Он перестает выходить на связь и в итоге вообще уходит. Привет, Софи. Печать одиночества. Далее. Еще одна причина одиночества. Проклятие рода. Либо наведенный на род проклятие за какие-то сделанные вещи, да, заслуженные. Либо, знаете, проступок прадеда и вселенская справедливость, которая начала мстить всем женщинам рода или мужчинам даже. Одиночеством и вековухой, разбитой судьбой, скажем так, вдовьим платком и так далее. Например, знаете, проклятие рода Османов это одиночество женщин в этом роду. Если кто-нибудь изучал историю или смотрел те же сериалы, которые основаны на правде, все женщины их династии в итоге оставались одни. Их без конца выдавали замуж несколько раз. Здравствуйте, Хабсат. Несколько раз выдавали замуж. Причем выдавали за близких сановников. Многие из них были потом казнены. Их выдавали замуж еще раз за другого, за третий. 5-6 раз они могли быть замужем. Это были политические браки. И эти мужчины постоянно умирали. То их травили, то их убирали с арены, то они болели, уходили сами. Вот это вековуха или печать одиночества, проклятие рода Османов. И очень много одиноких женщин, очень много вдовствующих женщин и прочее, прочее. Из-за чего? Это был могущественный род, могущественная династия. Они ввели завоевательские войны. Естественно, что очень много мужчин было убито в этих всех войнах, в этих всех боевых действиях и в этих всех сражениях. Понятно, что очень много женщин остались вдовами, остались одинокими. Невозможно проливать чужую кровь и не пролить свою, дорогие друзья. Почему властимущие были порой несчастнее, чем обычный крестьянин? Потому что они проливали много крови, потому что им приходилось устранить многих, потому что они казнили, потому что они управляли жестокостью, кровью, насилием, и это все возвращалось на их семьи. Ну и что, они носили корону, они там одевались в самые дорогие меха и ткани. А от этого суть не меняется. Все равно они получали свое, и их сестры, их дочери оставались вдовами, оставались одинокими с детьми. Точно так же, как жены тех воинов, которые погибали по вине вот этих завоеваний, да? То есть возвращалось все обратно, обратно возвращалось к женщинам их рода. Вот вам, пожалуйста, яркий пример одиночества, вековухи. Значит, вторая причина, которую мы обсуждаем, это проклятие рода.
либо это за проступки рода расплачиваются женщины рода своим одиночеством, своей болью. Сейчас объясню, почему это нужно, одиночество, скажем, демоническим силам, почему они не дают женщине выйти замуж. Следующий момент. Одиночество как расплата за взлет в этой жизни. Дорогие друзья, женщина, которая стремится к власти, женщина, которая стремится к высокому положению, женщина, которая стремится, скажем так, к известности в своей профессии, в любой профессии, она платит одиночеством. Объясню почему. Силы демонов, которые рядом с каждым сильным человеком, потому что если у человека нет демонической какой-то сути и натуры внутри, если у него нет творческого мышления и подхода, он не сможет подняться. Он будет всю жизнь работать стабильно, может быть. Может, этого человека, в принципе, это устраивает. Знаете, есть женщины, которые находят мужчин, которые прекрасно их содержат. То есть не всем женщинам обязательно нужно вот карьеру создавать. И не у всех есть стремление стать президентами банков, я не знаю. То есть есть женщины, которые вполне спокойно рассчитывают на мужчину и находят этого мужчину. Этот мужчина, да, это тоже есть. Но они не хотят признаваться, что вековуха их от их вони. Они готовы тебе платить любые деньги, лишь бы ты сняла их какую-то вековуху непонятную, потому что они не могут найти мужика. И когда ты так мягко намекаешь, что надо бы и душ принять иногда, они очень сильно обижаются, потому что как же так вы посмели? Потому что всегда приятно валить на магию, валить на колдунов и ведьм и соседей, которые на тебя каждый день наводят порчи, чем один раз пойти и, извините меня, помыться элементарно. Ну, да. Ко мне приходила одна девушка, молодая, когда я узнала ее возраст, чуть не упала. Ей 25 лет, но она выглядела как динозавр. Я не знаю, видели тиранозавр Рекс? Наверное, килограмм 200. Груди как литавры висели. Вот она пришла, села и говорит, что вот мужики, говорит, такие суки, сволочи, на меня не обращают внимания. Я начала мягко намекать, что надо бы собой заняться чуть-чуть. Волосы сальные, грязные, неопрятно накрашена, как с колхоза какого-то приехал. Вот, под ногтями грязь сидит и говорит, что мужики вот не хотят никакую с ней связываться. Вот такие мужики нехорошие. Доброе утро. Я говорю, вы знаете, вот надо как бы немножко поменять стиль и так далее. Причем запросы у нее были очень хорошие такие, чтобы, ну, по крайней мере, он был какой-нибудь сотрудник банка. В общем, вот такой мужик нужен. В общем, я сказала, что я не вижу у нее никакой вековухи, никакого одиночества и венца всяких там. И отпустила с миром. И через некоторое время узнала, что я вообще аферистка какая-то, которая ни хрена не видит, не понимает. Вот все ведьмы, все гадалки ей говорят, что у нее венец безбрачия, а тут какая-то Хосроева сказала, что надо просто собой заниматься, и все будет хорошо. И ни хрена она не видит и не знает. Я говорю, ну хорошо, я согласна. Так что такие вековухи тоже бывают. Итак, дорогие друзья, значит, второй аспект – это род, родовое проклятие. Третий аспект – одиночество как плата за желание подняться в жизни. Если вы никогда не задумывались о том, что, ну, открыла ей глаза, вы знаете, я бы не сказала, что она была этому рада. Многие люди, да, не желают над собой работать, и им удобнее просто сваливать все на порчу. Вот ей порчу сделали, это хочется сказать. А кто ты вообще такая, чтобы тебе вот порчу делали, проклятие навели, и не знаешь, что ты еще сделали? Вот кто ты есть, что ты себя представляешь, чтобы тебе порчи наводили? Абсолютная ноль, уборщица где-то. Вот порчи ей наводит, чтобы она вот такая красавица замуж не вышла. Ладно, отвлеклись. Итак, третья причина – это плата. Расплата за
за хорошую жизнь, за то, чтобы подняться в этой жизни, добиться чего-нибудь, за известность. Основное количество известных, сильных людей одиноки. Почему одиноки? Одиноки, потому что не только потому, что, как они говорят, не могут найти соответствующего человека, что уже они слишком сильные, запросы у них большие, не каждый может этим запросам соответствовать. Нет. Они одиноки, потому что они должны расплачиваться с демонами за ту славу, за ту защиту, за ту силу, за те деньги, что им предоставляется. А я сейчас вам объясню, как это происходит. Накапливается сексуальная энергия у женщины. Она накапливается через край. Ей нужно эту энергию куда-то девать. Она это вкладывает в карьеру. То есть демонические силы забирают у женщины энергию секса, которая очень сильна, энергию любви, страсти. Они все это забирают себе, поглощают, а взамен ей дают взлет. Ей взамен дают деньги. Знаете, что в мире духов ничего просто так не бывает. Как мы платим им, так и они нам платят. Это все энергообмен. Понимаете? Нет, они не только с колхоза, но в колхозе очень много подобных существ. Это звание колхозное, я просто говорю для того, чтобы было представление об отсталом народе. Я не против колхозов. Не считаю, что люди с колхоза вообще там не должны жить. Нет, просто вот это колхозное название, это говорит о том, что люди отсталые, у которых дальше своих коров, быков и свиней больше ничего нету. Прям тут помогать, Гульнара? Прямо здесь начать вам помочь? Итак, многие... Ну, что такое? Пуся здесь вроде. На кухне ходит какая-то сволочь. Ну ладно. Перебирает мои сумки. Переставляет. Нормально так. Хозяйничает Кузя. Думала Пуся, а Пуся он там лежит, дрыхит. Так вот, дорогие друзья, самая основная причина вековухи, которая сильнее всего, это, скажем так, да, это желание женщины создать карьеру. Выбирайте, либо вы будете зависеть от мужчины, и он будет помогать вам, он будет вас содержать, и тогда вся сексуальная энергия, вся эта энергия страсти, любви будет отдана ему, либо вы сами подниметесь в этой жизни, вы сами добьетесь успеха, но тогда сексуальная энергия, энергия любви и страсти будет отдана тем силам, с помощью которых вы подниметесь. Очень многие известные актрисы, там, писательницы, политики и так далее добивались успеха в тот момент, когда были одиноки, когда были после расставания, после очень, скажем, болезненного расставания, когда у них была депрессия, когда у них было нежелание жить, когда они искали любовь, нежность и так далее, не могли найти, они вкладывали всю эту силу, всю эту страсть в работу, и они поднимались. И через некоторое время понимали, что демоны брали свою плату. Они им дали и карьеру, и деньги, и взлет, и имя. А потом появляется мужчина. Понимаете? Появляется мужчина. Одно дело, что мужчинам нравятся самодостаточные женщины, но есть мужчины, которые готовы как бы оплачивать, готовы помочь, готовы содержать женщину. И такие мужчины есть. Им совершенно не нужны, вы знаете, самодостаточные, сильные личности, я вам скажу. Им абсолютно достаточно, чтобы кто-нибудь дома такой тихий, спокойный их ждал. И многие властные мужчины, многие сильные личности
женится как раз на тех самых нюнях, на тех самых серых мышках, о которых мы говорим. Потому что они их устраивают, потому что сильный властный мужчина не хочет, чтобы на фоне его кто-то блистал. Понимаете? Его устраивает та самая клуша, которая будет дома сидеть, ждать его, обожать его, там, целовать ноги, носить тапки и так далее. Ему это намного приятнее, чем сильная волевая женщина, которая ему скажет, знаешь что, я и без тебя проживу, пошел ты далеко. Вот. Так что вы уж не думайте, что все женщины, то есть мужчины, день и ночь мечтают просто найти сильную, самодостаточную женщину. Я бы так не сказала. Многие властные мужчины женятся на нюнях. И многие властные женщины находят спокойного, уравновешенного, послушного мужчину. Только с ним они могут быть счастливы, то есть как им кажется. Ну, в принципе, это счастье, им это нравится, им хорошо, они дополняют друг друга, понимаете? Иногда сильные личности вместе не могут совершенно существовать. Да, любовница может быть вполне самодостаточная, сильная личность, интересная личность, и его это устраивает. Он получает от одной женщины силу и уверенность, от другой женщины поклонение и просто культ личности, и он вполне счастлив. Потому что та, которая клуша абсолютно не может слова сказать против него, и тем более уж протестовать против того, что у него там другая женщина. А этой властной абсолютно не нужен ни брак, ни хомут, ей достаточно свободное отношение, поэтому устраивает всех, хочу сказать. Так что, дорогие люди, женщины в основном, те, которые хотят быть, знаете, хотят и того, и этого, и третьего, и пятого. Хочу вам объяснить, что если вы выбираете карьеру, будьте готовы к одиночеству. Не только потому, что мужчины не любят властных женщин, и они стараются ее сломать и не дать идти вперед, потому что ревнуют к славе и так далее. А потому что вы должны платить своей сексуальной энергией демонам для того, чтобы они вас защитили, помогли, подняли, чтобы они помогли вам, то есть добиться успеха, чтобы они были щитом для вас, потому что в нашем хищном мире не так уж легко и просто подняться. Вот отсюда тоже может возникать вековуха. И когда женщина приходит ко мне и говорит, вот я не могу создать семью и так далее, и она вполне там, скажем так, знаете, самодостаточная личность, у нее ребенок есть от первого брака, но создать семью не может, у нее вековуха, век одной векует человек. И я говорю, а вы готовы пожертвовать карьерой? Если вы найдете мужчину в данный момент, очень может быть, что вы дальше уже не пойдете, что вот то, что вы создали, это и останется на этом уровне. Готовы пожертвовать? Потому что если ты свою сексуальную энергию, силу направишь на мужчину, ты демонам их не отдашь. А значит, они приостановят твою карьеру. По крайней мере, рост. Они уже вот сколько тебе дали, столько и достаточно, иди вперед. Вы готовы к этому? И вот они начинают говорить, да, у нас тоже такая есть беда. Да, на консультацию. Я сказала, у меня время расписано. Хотите со мной встретиться? Значит, запишитесь на консультацию всем своим домочадцам. На консультацию записываемся. От сих до сих приходим. Я помню, одна известная актриса так сказала, что муж купил билет и пришел на ее концерт без ее ведома. И она говорит, я его вижу, там в первых рядах сидит. Я говорю, ты что это? А он мне, а я соскучился, просто хотел тебя увидеть. Вот он пришел хоть на концерт. Больше ж нигде не видит, бедный. Да, вот и все. И не каждый мужчина выдерживает женщину, которая занята. Не каждый. Иногда бывает, что чувство вины внутри, потому что ты понимаешь, что ты не уделяешь достаточного времени человеку. Ну не можешь ты это сделать, не можешь ты себе это позволить, потому что человек ждет, там человек ждет, тут человек ждет. Вот человек попросил, мне нужно принести как бы вот купить это, начать эту работу, ту работу. Естественно, что один, второй, третий, и начинается несколько часов, уже ты вся в работе, вся в делах, и ничего не слышишь, не видишь. Так вот, дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Что
Вековуха, она приходит по разным причинам. Но следствие одно. Демонические силы забирают вашу сексуальную энергию. Кто-то взамен на одиночество хочет карьеру и поднимается вверх. Кто-то ничего не хочет и не говорит, и никакие, знаете, внутри себя планы не строит, но постоянно пытается вырваться из дома родителей, создать семью, не понимая, что пока не отсечет себя от родителей, пока не исправит эту ситуацию, пока не будет усиливать себя энергетически, не получится притянуть в свою жизнь того мужчину, который тебе нужен. Теперь, как восстанавливает вообще баланс, как нужно это делать? Во-первых, в древние времена было такое понятие, как доля-недоля. Вот женщины, которые не могли создать свою семью, у них была недоля. То есть их доля, их часть судьбы, их часть счастья, которая полагалась им, не давалась. Понимаете? Не позволялось ей строить свою жизнь. Ведьмы, извиняюсь, вдовий платок, про ведьму потом поговорим. Вдовий платок, я уже об этом говорила. Это тоже вековуха. Здесь тоже демоны, демонические силы забирают ее сексуальную энергию, не давая ей выйти замуж. Какие причины, я уже перечислила. По каким причинам может это случиться. Другое дело, если я смотрю фотографии человека, я понимаю. Здравствуй, Маргарита. Я понимаю, что вот у человека вот именно вот эта причина или другая причина, да. Вот здесь уже на человека надо посмотреть, то есть по его фотографии надо понять, какая причина у этого человека в данный момент, собственно говоря. А вот какие могут быть причины, варианты, я вам перечислила, из-за чего получается вековуха. Есть женщины, которые любят быть в одиночестве, они не хотят никого. И таких женщин называют невесты дьявола, если слышали когда-нибудь. Я рассказывала в своем ролике об этом, мы не будем к этому возвращаться. Им нравится жизнь, знаете, не совсем реальным мужчиной. То есть сущность, то есть демоническая сущность, которая приходит к ней во снах. И она чувствует просто сексуальное удовольствие настолько сильное, что потом в жизни не может найти замену. Потому что ни один из земных мужчин не бывает, то есть не подходит по критериям, невозможно его сравнить уже как бы с этим земным мужчиной. Знаете, ему ловить там уже нечего, грубо говоря, там, где побывала демоническая сила. И эта женщина будет искать во всех мужчинах такое же удовольствие и не найдет. И в итоге она предпочитает быть одна. Но она от этого одиночества не страдает и не пытается избавиться. Мы сейчас говорим о тех женщинах, которые пытаются избавиться от одиночества. Значит, первое, что нужно делать, это выявить причину. Второе, устранить эту причину. Если это родовая порча, снять. Если это материнское проклятие, снять. Если это отцовское проклятие, снять. Понимаете? Если это наведенное, например, отомстили семье, сделали на всех женщин рода, чтобы у них ничего хорошего в жизни не было, снимать это все нужно. Потом нужно усилить сексуальную силу, внутреннюю женскую силу этой женщины, потому что слабая энергия, женская энергия притягивает не тех мужчин. Мы просто ходячая энергия, кокон энергии. Если мы не сильны в этот момент, в нашу жизнь притягиваются люди, которые, скажем так, причем здесь Алишер Усманов и прочие. Вот что за хрень вы сейчас несете, реально, просто. Причем здесь они могут совместить семейную жизнь и карьеру. Вот вы несете какую-то ахинею. Сейчас целые минут 40 я рассказываю. Вы сейчас такую ахинею несете, что вообще непонятно. Откуда вы знаете их жизнь? Откуда вы знаете, кто лидер в их семье, а кто нет? Вы такую ахинею, чушь несете, что просто не хочется... Вы вообще знаете жизнь Галины Вишневской? Вы ее жизнь знаете? Вы знаете, что
Ростропович, у нее уже 4-й муж был. Вы об этом понятие имеете? Что они встретились тогда, когда она уже была просто дива оперного театра. Она уже была известный человек. Она как раз этой карьеры уже добилась. И пожертвовала несколькими браками. У нее не получалось ни брака, ни семьи. И встретила она своего мужа, уже будучи известным человеком. Это тоже говорит о том, что ее сексуальную энергию брали эти силы и дали ей карьерный взлет. Я сейчас 40 минут толдычу о чем? Я говорю о том, что если вы хотите карьеру создать, но заодно и семью создать, вы не сможете это совместить сразу. Только тогда, когда вы уже добились чего-то, вы перестаете отдавать демонам вот этот откуп, плату за известность, и тогда они вам позволяют создать семью. Вот тогда вы сами сильнее можете подняться. В какую-то ахинею какого-то Усманова. Причем здесь Усманов, который создал карьеру, семью, разбогател. Вы жизнь Усманова знаете, видели? Вы его жену знаете, вы их семейную жизнь знаете, вы уверены, что они очень счастливы, радостны, что у них не просто партнерские отношения. Это узкомыслие. Вот когда говорю колхоз, я как раз вот про таких и говорю. Колхоз. Вы знать не знаете, а я жизни Вишневской читала. Ее биографию, которую она сама написала. Так вот, Ростропович ее 4-й муж, мадам. 4-й. И она такое прошла в жизни, столько лет одиночества, абсолютно бесправия, абсолютной беспомощности. Она пережила блокадный Ленинград. Она поднялась, и именно отдавая свою вот эту энергию женскую, отдавая взамен на взлет. И они уже встретились в довольно хорошем таком возрасте, 33 с чем-то лет, они поженились. И уже они были состоятельные люди. Какую Алишер Усманов, вот вы знаете, он вот хорошо совместил жизнь и счастлив. Какую-то чушь. Причем здесь Усманов? Причем, понимаете, вы слушать умеете или нет? Я ж не сказала, что все женщины, которые создали карьеру, они бедные, несчастные, никому не нужны. Я объясняю, что нужно определенное время одиночества для того, чтобы подняться. Только после этого вы должны нарушить уже вот эту вот, знаете, сделку с демоническим миром, нарушить. И уже создать семью. Но в то же самое время все равно ваша сексуальная энергия все равно будет отдана постоянно этим силам. Ой. Вот появится какой-нибудь колхоз и наведет вот эту хрень на свою сторону. Все. Первое, нужно узнать причину одиночества человека, этой вековухи. Понять, откуда это идет. Это родовое ли проклятие? Знаете, это напутствие ли матери? Это ли проклятие, идущее от матери? Это ли проклятая семья? Это ли ошибка молодости человека, когда она какой-то фигней увлекалась, там, оккультными науками или чем-то еще, или навела на кого-то, знаете, или пыталась кого-то приворожить, и это все вернулось на ее голову. Посмотреть, в чем причина того, что человек питает демонов своей энергией, сексуальной энергии, энергии любви, страсти, но не может найти мужчину, которому это подарит. То есть вот эти силы, которые вокруг вот такого человека, у которого вот эта печать, не временное одиночество, а печать одиночества, печать вековухи, эти силы забирают ее сексуальную энергию постоянно и подпитываются. Либо человек отдает эту энергию взамен на что-то, то есть у него есть цели, мысли, поднимается, и тогда эта энергия идет во благо. Либо человек сидит и просто каждый день плачет, каждый день по этим соцсетям ищет каких-то мужиков, счастье ищет себе и находит постоянно геморрой. То есть разновидность людей, и каждый по-своему это одиночество использует. Кто-то в свою пользу, а кто-то во вред себе. Нужно найти первоисточник этого одиночества, из-за чего ее женская энергия слабая, почему она то есть, не может притянуть нужного мужчину, почему она
отдает сексуальную энергию этим силам. По какой причине эти силы съедают эту сексуальную энергию, забирают? Что это? Проклятие рода это? Скажем так, свобода. Почему? Если вы считаете, что жить в браке и мучиться это лучше, чем быть одной, значит, вы достойны мучиться. Идите мучайтесь дальше. Что здесь такого? Не всегда это пытка. Одиночество иногда очень даже хорошо. Знаешь, когда ты не слышишь грязных слов, когда ты не видишь рядом какое-нибудь существо. Почему бы плохо? Я считаю, что очень даже нормально, понимаете? Так вот, первое, найти первопричину ведьма должна. Второе, убрать эту причину. Третье, усилить этого человека. Четвертое, призвать в жизни этого человека того мужчину, которого силы ей предназначены, но который не может никак с ней встретиться. Это не приворот, не ворожба, не то, не это. Просто притянуть того человека, который ей предназначен. То есть просить судьбе дать понять, что я уже готова и помогите мне. Одной быть плохо только людям, у которых недалекий ум, я скажу честно, и, может быть, очень неприятно для некоторых людей. Одной быть плохо тем людям, которые не самодостаточны, для которых только мужик и есть центр вселенной, которые себя как женщины не уважают. Вот таким людям очень плохо в одиночестве. И они всегда будут в одиночестве. А самодостаточная сильная личность, она никогда не гонится ни за кем. Она уже счастлива, у нее настолько богатый внутренний мир, что она не нуждается в том, чтобы кто-нибудь ей похлопал. Понимаете? И если встречает человека, то не для того, чтобы осчастливиться, потому что только мужик может меня осчастливить. Нет. Если встречается с человеком для того, чтобы этим счастьем, этим внутренним богатством с ним поделиться, чтобы дать ему тоже то, что у нее есть внутри, вот эту нежность, понимание, дружбу и так далее, и так далее. Понимаете? Я сейчас, уважаемые, тему одиночества открыла для того, чтобы объяснить, что это такое, откуда приходит. Я не сказала, что я сейчас в этой теме буду обсуждать ваших мужиков, вашу любовь, что делать, как быть, мы расстались и так далее. Я не сказала, пишите мне вопросы по вашему одиночеству. Я сказала, что я буду говорить причины, следствия и как от этого избавляют ведьмы. Пожалуйста, будьте добры, не надо мне кидать свои жизненные истории. Меня ваши алкаши неинтересны. Почему вы с ними развелись и что там было? Дальше. И призвать человека в жизнь ведьмы. То есть ведьмой призывается человек в жизнь женщины, которая обратилась. Только тогда заканчивается это одиночество. Но всегда есть риск, еще раз вам говорю. Если женщина хочет карьеры, и она призывает мужчину в свою жизнь, не факт, что ее карьера дальше продолжится. Может прийти мужчина, может быть счастье и все такое. Если ее устраивает на том уровне, на котором она уже поднялась, значит, призывайте. Вы всегда должны говорить человеку, что существует. Просто так во Вселенной ничего не бывает. Знаете, раз взять, значит, закончить одиночество, дать мужчину, брак, все хорошо, но и чтобы и карьера была, и счастье было, и богатство, что-то одно иногда нужно выбирать. Или нужно знать, что основное количество времени человек будет все равно отдавать работе. Только тогда ей позволят создать и семью, и карьеру держать. Так что, дорогие друзья, на самом деле печать безбрачия, венец безбрачия – это миф. Это на самом деле на языке магии называется черное, значит, черный венец. Это наводится сильными мастерами, это наводится в течение 40 дней. И вы знаете, нахрен кто мне интересен, чтобы я 40 дней сидела и наводила на них там какие-то одиночества. Есть попроще и полегче вещи. Так вот, когда вам говорят, что у тебя печать одиночества, ой, господи, что я сказала, венец безбрачия,
Нет, это не миф. И про это я рассказывала. Потрудитесь открыть мои ролики. Так, еще раз про вашего сына. Я удаляю вас вообще с форума. Итак, корни печати одиночества скрываются в роду, в семье, в подсознании и во многом другом. И пока эту причину не выявите, невозможно убрать у человека это одиночество. Следующий момент. Венец безбрачия, который так рекламирует, это всего лишь рекламный ход. Не существует венца безбрачия. Спросите у человека, а что это такое венец безбрачия? А как это происходит? Откуда это пришло? А почему оно ко мне пришло? А с чего я вот расплачиваюсь? Почему? Что? И вы увидите, что они будут злиться, потому что им говорить нечего. Нет у них аргументов против этого, понимаете? Нечего им сказать. Потому что сами не знают, что это такое. Этот венец безбрачия придуман, и забудьте об этом. Есть одиночество, но у одиночества есть сотни причин, почему человек одинок. Может, и хорошо, что он сейчас одинок. Может, так надо для будущего его поколения. А может быть, уже нехорошо. Может быть, для его здоровья жизни это нехорошо и плохо и так далее. В любом случае, найти причину, убрать причину, усилить человека, призвать в его жизнь того человека, который способен любить и как бы быть заботливым. И после этого вот эта вот печать одиночества заканчивается. Это вековуха в том числе. Снятие, методов снятия различные. И огнем очищается, и через зеркала снимается, и водой снимается, чем угодно. Но вот эти вот всякую хренотень, которые там воск выливают, снимают одиночество, мне очень смешно, очень. Потому что это, знаете как, энергии любви, секса женщины пользуются демонические силы. И они отводят любого мужчину из ее жизни, потому что не хотят ее отдавать, потому что... Ой, блин, иди ты нахер уже. Надоела, карамелька. Потому что, скажем так, черт, вот собьют вот эти колхозники. И этой энергией они питаются. И если кто-то посмеет взять, значит, и свечой отлить это одиночество, от этих демонов получит так по башке, что очень долго еще будет ходить как пьяный кот. Поэтому давайте не будем сейчас придумывать всякую хрень насчет венца безбрачия, снятия венца безбрачия и прочее, прочее. Нет венца безбрачия. Это миф. Есть печать одиночества, которая называется вековуха. Век одной вековать. Причина вековухи множество. Нужно найти причину, убрать причину, усилить человека, призвать в жизнь человека, а может и призвать не надо после этого. Того, кто полюбит. Все, на этом печать одиночества заканчивается. Так что, дорогие друзья, учтите. И мой вам совет, задавайте много вопросов. Если не могут объяснить, ну ладно, венец безбрачия, хорошо, у тебя венец безбрачия. Откуда оно пришло? Спрашивайте у этих магуек. А где, а как я его спохватила? Я что, по улице шла и прямо мне на голову это село? А что это так? А как это наводится? А зачем это? А почему? А из-за чего? Вот спрашивайте, и вы узнаете, что перед вами профан, который сам не знает, что это такое и откуда это пришло. Но это очень хороший рекламный ход, как и то, что приворожу, отворожу, денег не беру, все бесплатно, только платите за свечи, которые стоят $2000. А остальное все бесплатно, бесплатно для вас, все, что хотите. И когда у вас ничего не получится, скажут, ну вы же только за свечи отдали, вы же за работу мою не платили. Извините, я свечи зажгла. Это знаете, сколько свечей надо? Прям в человеческий рост, извините меня. Как одну бабу так обманули, что мы на кладбище заказываем с Иерусалима свечи в ваш рост. Мы, значит, на кладбище зажигаем. Вот, 40 дней подряд. Ну вот вы представляете, подъезжает грузовик к кладбищу, выгружает оттуда
иерусалимские свечи, значит, в человеческий рост. 40 свечей, 40 дней должны гореть на этом кладбище. Это что, бесхозное кладбище какое-то? Или это что за дурдом вообще творится? И вот верить в такой херне, ну она ж мне бесплатно помогла. Ну да, как Петросян говорил, пришел, заплатил деньги за бесплатный прыжок и прыгнул. Вот. Вот то же самое. Плати бабки за бесплатную работу. Все, дорогие друзья. Я думаю, те, которые не успели еще раз посмотрят, да, там фантастические истории просто. Им нужно голливудский сценарий писать. Итак, значит, что я хотела сказать. Те, которые не успели, посмотрят это в записи, но постепенно начинаю как бы... Что значит женщина сама договорится? С кем договорится женщина сама? Господи, опять эта хренотень. Если нет знакомых ведьм, может женщина сама договориться? С кем договориться? С ведьмами? А кто ты такая, чтобы с силами договариваться? Кто ты вообще? Кто ты? Что ты себя представляешь, чтобы с силами договариваться? Я не могу понять. Господи, как ко мне на консультацию записаться? Ну вот запишите в деревню дедушки на консультацию. Ну как записаться? На номер телефона. Мой номер телефона, где там сведения о канале. А что делать? Бейся башкой об стены, легче станет. Все, дорогие друзья. Всем удачи, всех благ. Я заканчиваю, иначе опять меня сейчас выведут.